С момента сентябрьского обновления eFootball Konami по сути пуляют опрос за опросом про игровой процесс, про умного помощника, и не так давно появился новый опрос касаемо функционала игры. Устраивает ли он игроков или не устраивает, что бы они хотели видеть и так далее. Мне этот опрос показался интересным, натолкнул на пару-тройку мыслей, которыми я и хотел бы поделиться в сегодняшнем ролике. Ну и конечно же, послушать ваше мнение в комментариях. Поэтому давайте не будем долго тянуть, рад вас приветствовать на канале Realistic PES. Не забывайте про привычную активность под этим роликом. Ну а мы стартуем. Как и всегда, ссылку на данный опрос я оставлю в описании под этим роликом, и в принципе рекомендую его пройти. Несмотря на весь тот скепсис со стороны большинства, которые считают, что данные опросы вообще ни на что не влияют, и Konami проводит их чисто для галочки. Но поверьте, если бы Konami было бы все равно, они даже так бы заморачиваться не стали. А здесь хоть какое-то учитывание мнений игроков, которое в потенциале может на что-то повлиять. Может быть не так глобально, как того хотелось бы, но все же лучше, чем ничего. Поэтому в лишний раз возможность проявить свое мнение, поделиться им, поэтому почему бы и нет. Касаемо самого содержания данного опроса, то в большинстве своем он также не особо чем-то примечателен. По сути, спрашиваются о нынешних функциях, которые присутствуют в игре, а как мы все с вами знаем, их не сказать, что прям много. Затрагиваются некоторые аспекты в целом игры, такие как графические, звуковые, касаемо графики, звуков во время матчей и тому подобное. Но самое интересное ожидает нас в конце данного опроса, а именно 17-й пункт, какие функции вы хотели бы добавить. По сути, Konami напрямую спрашивают, какие функции вы хотите видеть в будущих обновлениях. Что самое интересное, так это то, что можно выбрать не более 3 вариантов. Но по-хорошему в игру стоило бы добавить все представленные варианты, не выбирая из них какие-то конкретные. И если в лишний раз присмотреться, вчитаться в предложенные варианты, то в принципе можно осознать, что некоторые из вариантов по сути раздробили на несколько штук. Например, такие варианты как возможность менять команды и формы, возможность менять игроков, настройки празднований гола. Это можно объединить под один пункт, называемый редактором, то есть режим, который позволяет редактировать те или иные аспекты игры. Но Konami решили по-своему и раздробили пункт с редактором на несколько подпунктов. Ну, по сути, да, как вы могли уже догадаться, здесь представлены те самые игровые аспекты, о которых мы говорим так давно и которые также давно ждем. Это тот же самый редактор, а именно некоторые его функции, это введение поддержки контроллеров для мобильных устройств, как раз таки то, о чем иногда спрашивают некоторые из игроков, а именно возможность играть на другой платформе, использовать те же данные учетной записи, то есть, грубо говоря, с мобильного аккаунта играть где-нибудь на консоли или ПК, или наоборот. Также упоминаются новые типы карточек. Хотите ли вы видеть новые карточки в игре, или вам достаточно нынешнего количества разнообразнейших карточек? И также упоминаются некие оболочки меню. По-хорошему, надо было бы пройти этот опрос дважды, чтобы посмотреть, как этот пункт звучит в оригинале, ну или хотя бы на английском языке, чтобы конкретно понять, о чем речь. Но вполне возможно, что здесь подразумевается изменение внешнего вида игрового меню. Ну знаете, как было в 20 и 21 частях PES. К слову, о нечто подобном мы не так давно рассуждали в нашем телеграм-канале, в отдельном чате. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ведь именно там в первую очередь и появляются все новости и слухи по игре, мемы и также кастомные реакции под постами. Также у нас присутствует отдельный чат, где можно все это дело обсудить, с кем-нибудь поспорить и просто спросить совета у других игроков. Ссылка в описании и в закрепе. Кто бы мог подумать, возможно, нечто подобное и вправду возможно в отношении eFootball. Но учитывая скудность нынешнего меню по сравнению с той же 20 и 21 частью, я не знаю, что там можно отредактировать, чтобы меню выглядело как-то иначе. То есть, обобщая все, что я сейчас наговорил, по сути, оболочка меню в моем представлении — это возможность устанавливать кастомное меню, то есть разные меню с разными изображениями, с разным оформлением, возможно, с какими-то картинками, я не знаю. Но опять же, учитывая всю скудность меню eFootball, мне подобное представляется слабо. В противном случае трудно представить, что бы это еще могло бы быть. Ну и, наверное, самое главное, что стоит вынести из данного опроса, из представленных пунктов, так это то, что здесь отсутствует хоть какая-либо информация касаемо оффлайн режимов.
И в частности, Мастер Лиги. Несмотря на все эти слухи о том, что работа над Мастер Лигой давным-давно завершена, она уже давным-давно готова к релизу, Konami все еще не торопится ее выпускать, не упоминают даже в подобном ключе, а именно в ключе потенциальных функций, режимов, которые было бы неплохо увидеть в ближайшем будущем. А так, по сути, представленный перечень можно расценивать как именно тот самый контент, который мы получим в ближайший год, полгода, может быть 1,5 года, ну, в общем, вы поняли. В комментариях под этим роликом мне будет интересно узнать ваше мнение касаемо всего услышанного, что из представленного вы хотели бы увидеть в игре в первую очередь, или же нечто другое, что отсутствует в данном перечне. Об этом и не только пишите под этим роликом. Также не забывайте его поддерживать своими большими пальцами вверх, этот канал подпиской и колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Ну и про наши соцсети также не забывайте. Всем спасибо за просмотр и вашу активность. Всем пока!